короче, отнесли 3 квартиры. В одной глазок заклеили. Ну, хозяйка дома была. А меня чего зовут? Ну, короче, я с 2 квартирами договорился. Ну, они там побазлали, я покивал, но, короче, договорился. А в 3-й друг Зеленого живет. Какого Зеленого? У подъезда кого-нибудь поставь. Нашего, что ли? Нашего Зеленого. Ну, мы, короче, начали работать уже, хозяйка почти дозрела. А тут этот капитан нарисовался. Что, он здесь? Конечно. Они сидят сейчас с этим друзилой, заяву катают и протокол осмотра. Что делать? Ну так и пиши. Примерно в 11:15 мне позвонила сосед. Фамилия... Здравия желаю, товарищ подполковник. А ты что, развалился-то? Ножки сведи. Вот молодец, иди работай. Иди работай. И сообщила, что на нашем этаже ограблены 3 квартиры. В том числе и моя квартира. Зеленов! У тебя же выходной сегодня. Что на нашем этаже ограблены 3 квартиры. Капитан Зеленов, все подполковник обращается. Товарищ полковник, ну вы же сами сказали, у меня выходной. Ну вот и выйди и отдохни. Здравствуйте. Замначальника ОВД подполковник Щепов. Здравствуйте. Щепов, это мой друг. Никто не обидит твоего друга. Иди. Да. Вы присаживайтесь. Да. Ну, что украли-то? Да не столько украли, сколько разбили паразиты. Что у нас красть-то? На, сволочи. Нет, что вы миллионеров тащить. Так они у нормальных, простых людей тащат. Нет, сволочи. У нас какой адрес? Юбилейная 4, квартира Скоро 87. Да, один. Так, все сочувствующие, в том числе у кого выходной, давайте на выход. Торч, проводи, пожалуйста. Юра, я провожу. Да, вас как зовут? Игорь. Игорь, очень приятно. Дайте, пожалуйста. Посмотрим. Давайте посмотрим. Так, Лена. Только где вот этих уродов сейчас искать-то? Сейчас главное успокоиться. Значит, слушай сюда. Заявление напиши, добейся составления протокола. Подписать должен капитан Торч, который все время короче говорит. Слушай, этот Чапов Алена самовлюбленный будет улыбаться, сочувствовать, байки травить. Ты как бы по боку. Заявление подпишите, протокол составьте, понял? Все, я напишу. Ну все. Смотри в оба. Вы Олег Летягин? С чего вы взяли? Я вам звонил. Юрий Зеленов. Удостоверение можно? Как вы себе это представляете? Кругом народу полно. Позже. Пока телефон. Извините. Да не волнуйтесь, вы так никто вас не собирается сажать. Вы просто свидетель. Пойдем. Постойте, я буду говорить только в присутствии Антонова. Я хочу его видеть.
Господин Антонов сейчас находится в СИЗО, я же говорил. Нет, в СИЗО я не поеду. Мы поедем в безопасное место. Если вы верите своему другу Антонову, верите мне. Но он никого не убивал и ничего не организовывал. Идем к моей машине, ложитесь на заднее сиденье, молчите, чтобы не случилось. Почему? Береженого Бог бережет. Да. Юрий, это Горевич. Ты где? У меня выходной, товарищ полковник. Я помню. Я в санатории Раздолье. Приезжай срочно. Не могу. Можешь. Через 10 минут жду. Это кто? Тихо. Приехали. Я сейчас отъеду максимум на полчаса. Подождите, у меня еще вопрос. Если Антонов признан виновным в организации убийства, то я, получается, соучастник? Во-первых, не убийство, а покушение на убийство. Во-вторых, вы просто свидетель. В-третьих, я… Но мы компаньоны, и у нас общие финансовые интересы. Мы все позже обсудим. Тихо сидите и не высовывайтесь, я скоро буду. Что ты устраиваешь? У префекта день рождения, не можешь уважить. Зачем вызывали? Выйди из машины, поговорим. Ну что ты напрягаешь, а? Ну что ты устраиваешь? Юр, я к тебе всегда по-человечески. Из оперов следователя перевел. Валерий Мстиславович, при всем уважении, у меня выходной, я спешу. А надо спешить-то. Выпили бы, поговорили. Надо. Ты уверен? Что все делаешь правильно? Поезжай. Так зачем вызывали-то? Олег Николаевич!
Летягин! А вы подполковника Щапова знаете? Конечно, знаю. Мы же в одном УВД работаем. Садитесь, поехали. Очень интересно. А откуда у вас мой телефон? Антонов дал, я же сказал, разговоры потом. А я хочу прямо сейчас. Мы с Антоновым решили, что я уеду. А этот номер только для крайних случаев. Крайний наступил. Садитесь, поехали. Назад. Вышел из машины! Броки! Вышел быстрее! Вышел! Быстрее, быстрее! Спокойно, я сотрудник полиции. Пошел! Не оборачивайся! Дверь закрой 3 шага вперед. Может, сначала объясните, Аккуратно, не резко, ствол достал. Положил на землю перед собой. Ну, ко мне, давай. Оружие с кобуры достал! Положил на землю, пнул сюда. Давай, давай. Все, пошли, пошли. У одного был шрам под правым глазом. Татуировка ящерицы на правой руке, на запястье. И вы все это заметили? Вы же дело мое читали. Я в спецназе 3 года по горам и цветочки собирал. Профессиональная привычка. А когда они вот такие красивые с автоматами побежали, что подумали? Ну, может, удивились. Или на вас с автоматами каждый день бегают? Подумал, что это за Летягиным. Думал, действительно ОМОН. То есть не удивились? Еще раз. Я веду дело Антонова. Организация покушения на убийство. Антонов и Летягин совладельцы фирмы. Мало ли что на них еще накопали. Кто накопал? УБЭП, Следственный комитет, ФСБ, да кто угодно. Итак, они подбежали. И? Один дал очередь в Летягина. Другой достал пистолет, сделал контрольный выстрел. Они побежали с автоматами. Откуда пистолет взялся? Из кобуры, кажется, достал. Женат? Кто? Ты. Женат. А версий у нас две. Одна хуже другой. Почему же все-таки в тебя не выстрелили? Не знаю, может, не нужен был или не хотели лишнюю статью на себя брать. Убийство сотрудников? Селективный, так сказать, подход. Нанотехнологии. Это сейчас модно. Так какие версии? Или сам руководил расстрелом. Это согласие на распечатку ваших телефонных разговоров. Или вторая версия. А здесь вы просите досмотреть ваш кабинет. А вы еще не досмотрели? Или оставил Летягина для расправы, потом подошел, а он дышит, мерзавец. И я его дострелил. Да, из того самого пистолета. Капитан, по вашей версии, стреляли из автомата. Зачем им еще пистолет понадобился? Может, для точности? Или профессиональная привычка? Акт твоего досмотра. Под мышкой кобура. А в кобуре обычно что? Табельный Макаров. Смотрим акт. Нету табельного Макарушки. А где же он? В сейфе. Проверим. Отправь на экспертизу. Пройдемте, пожалуйста. Так вы, значит, вели дело Антонова. Напомните основные моменты.
15 сентября прошлого года возле школы номер 3, примерно 8:15, из револьвера калибра 38 Special был ранен водитель Антонова. Было произведено 4 выстрела. 38 Special – редкий калибр. Подполковник Щапов, замначальника УВД. Хотелось бы поприсутствовать. Не возражаете? Майор Жужукало, департамент собственной безопасности. Ваше имя, отчество, простите? Евгений Михайлович. Очень приятно. Продолжайте. Да, калибр редкий. Водитель выжил. Первоначальная версия была, что покушались на Антонова, но спутались с водителем, похоже, по комплекции. Так они с Летягиным были компаньоны. Да, у них большой цех на территории института. А зачем Антонову нужно было стрелять в собственного водителя? Это долго рассказывать, в деле посмотрите. Знаете что, Юрий Константинович? Давайте-ка мы с вами проедемся до института, к местам, так сказать, событий. Там и закончим разговор. Я пришлю человека для сопровождения. Зачем? Зеленов пока еще не подследственный, потерпевший, ну или свидетель. Поехали, капитан. Куда? К институту. Покажешь мне маленький свечной заводик господина Антонова. Ты держишь его в СИЗО, а мотивы между тем мутноваты? Он дал признательные показания. О приезде Летягина никто не знал. Я его встретил, посадил, и за нами тут же черный микроавтобус пристроился. Значит, вас кто-то слушает. И кто же нас слушает в твоей машине? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Не знаешь. Так зачем он в бега-то подался, Летягин? Слушай, майор, ты своими вопросами совсем мозги запутал. Дай хоть одну линию до конца довести. А может быть, того и добиваюсь. Ну давай, давай, валяй, гни свою линию. Антонов с Летягиным образовали свою фирму лет 15 назад. Хорошая фирма, продукция отличная, говорят, лучше заграничной. И после у них появился еще один акционер. Степан Колесников, муж твоей жены, которого ты посадил, а сам женился на его жене. Это сейчас модно. Да, он был бандит, я его посадил. А потом заказные убийства, насколько я помню. И такую версию я рассматриваю. Только Колесникова закрыли года 1,5 назад. Ты женат? Уже нет. Рад за твою бывшую. Я тоже. Значит, Антонов не организовывал убийство, но зачем-то себя оговаривает и сидит в СИЗО. Летягин подается в бега, ты его находишь, привозишь сюда. А как нашел-то? Антонов на допросе шепнул номер телефона. А как жену зовут? Саша. А что? Ладите? По-разному. Значит, не очень. Уже лучше. Вот офис их фирмы, а производство где-то с той стороны здания. Да, слушай. Хорошо. Прекрасно говорю. Ну что, пойдем? Нет, поедем. Куда едем? На почту. Твой анонимный доброжелатель посоветовал проверить корреспонденцию на имя Зинаиды Лукьяненко. Говорят, напрямую связано с твоим делом. Это кто о тебе так печется, не знаешь? Нет. У тебя в школе был друг, Борис Лукьяненко, так? Да, он умер. Родные и близкие остались? Мама его, тетя Зина. Зинаида Лукьяненко. Больная, старенькая, плохо ходит. Да. А кто же за ней ухаживает? Я? И нотариальную доверенность она тебе выписала? Да. Вот. Зинаиде Лукьяненко. До востребования. Пришло сегодня. Не ты. Подходим поближе. Смотрим внимательно. Скройте нам, пожалуйста, письмо. Банковская карта. На имя Сергея Карлова. Конверт с пин-кодом. Внес? Записка. Всем видно?
Вот, Юра, как договаривались. Всем видно. 50 тысяч российских рублей. Недорого. Недорого они вас ценят, Юрий. Обратите внимание на конверт. Штемпель отправителя смазан. Проверим. Да, но и Сергея Карлова, само собой. Он проживал центральная, 26, квартира 7. Знакомы? Он был свидетелем по делу Степана Колесникова. А нашего бывшего мужа? Да, полгода назад Сергей Сергеевич Карлов умер. Господин Карлов умер, а карточка его жива. И конверт с пин-кодом при ней. Что скажете? В Москве несколько сотен почтовых отделений. И что? Ну уж если я такой хитрый, почему бы мне не отправить письмо на какую-нибудь почту в Свиблово, например? Вы бы замучились это отслеживать. А письмо приходит в соседнее отделение. Зачем? Знаете, Зеленов, если бы все преступники все продумывали… Знаю. Но уж это бы я продумал. Вы что закончили? Неполное филологическое и юрфак. Детективы любим читать. Детективы не люблю. Заводи. Пройдите, пожалуйста. Присаживайтесь, господин Антонов. Гражданин Антонов, вам знаком этот человек? Конечно, знаком. Это следователь Зеленов, он ведет мое дело. Что происходит? У нас очная ставка. Скажите, а капитан Зеленов оказывал на вас давление во время следствия? Что происходит? Мне повторить вопрос? Не оказывал. А каким образом капитану Зеленову стал известен номер телефона господина Летягина? Я ему дал. Никому не давали. Говорили, что не знаете, где Летягин. Тут дали. Почему? Потому что капитан Зеленов показался мне самым приличным в вашей… Я подумал, ему можно. А что с Летягиным? Скажите, а когда вы передавали номер телефона Зеленову, кто-то еще… Что с Летягиным? Летягина убили. Что? Я повторяю вопрос. Когда вы встречались с Зеленовым, кто-то еще… Я не буду отвечать, я не буду отвечать! Я требую перевести меня в Лефортово! Я не буду отвечать. Оставьте меня в покое! Оставьте меня, не надо меня трогать, оставьте меня в покое! Я не буду отвечать! Ну а с этим что делать будем? Подписка о невыезде. Согласие на полиграф Зеленов дал. Нужно подготовить вопросы. Пейте чай. Мы завтракали сегодня? Не очень. Неважно. Лидия Сергеевна, как вы улыбаетесь? Как? Это не важно, там видео есть еще.
Видео. А почему его отпустили? Ну, там, ну, в общем, есть соображение. А, вон он. Вот он, наш красавец. Ну, это я сейчас не о себе. Спокойный, уверенный. Да, спокойный. А вы, как всегда, сбиваете его вопросами. Да, он не сбивается, зараза. Потому что не боится вас. И место он знает. Спортом занимается, но не тренажером. Много читает. С чего это он? Говорят, плавно, не задерживаясь. А жестикулирует мало. Женат. А вот про жену это откуда вы, Лидия Сергеевна? Господи, я не могу к этому привыкнуть. Андрей, вообще уже полгода. Это заехать невозможно. сделаешь. Ну, в конце концов, это когда-нибудь закончится или нет? Ничего, продолжайте. Ой, боже мой, боже. Ну, что там у нас? У нас в разработке капитан Зеленов. Сопровождал свидетеля. Свидетеля на его глазах убили, а он жив, не царапин. Чем объясняет? Да ничем. Говорит, подъехали, дали очередь над головой, убили свидетеля и уехали. То есть хочет сказать, что его подставили? Подставили, не подставили. Версия рабочая. Если подтвердится, придется предоставлять ему госзащиту. Потребуется, обеспечим. Лидия Сергеевна, вас перебили, извините. Женат. С женой проблема, но в последнее время стала налаживаться. Лидия Сергеевна, вы великая женщина. Ну, дальше. Аккуратная небритость, одет со вкусом и ботинки в грязи. И кроме того… Он только что сам сказал об этом на записи. Лидия Сергеевна очень хорошо умеет читать по губам. Кто у нас жена? Жена зовут Саша. Была замужем за человеком, который возглавлял банду. Рэкет, заказанные убийства, прочий компот. Зеленов его посадил, а жену увел. И что, такому парню может понадобиться защита? Я думаю, что он сам вполне за себя постоять. Извините, продолжайте. Значит, по губам читаем. Ну-ну. Сашуля, привет. Привет. Ужинать будешь? Что-то случилось? Кажется, да. Может, объяснишь? Что? Носом хлюпаешь, одет в халат. Я переела мороженое. Мороженое ты не любишь, всегда ходишь в джинсах. Туфли насквозь мокрые. Я наступила в лужу. В лужу? Поскользнулась и упала в нее. Что ж за лужа-то такая? Обыкновенная лужа. Я в нее упала. Тина на брюках, а синяки на запястье. Я сама упала в лужу. Хватит об этом. Хорошо, сама. Поскользнулась и упала. Сама поскользнулась и упала в лужу, в огромную лужу. Саша упала в лужу. Привет, Игорь. Здорово. Здравствуйте. Ленка дома? Нет, на работе. Ну, это хорошо. Слушай, Сашкин пока у тебя посидит, дверь никому не открывать. Будут звонить, ломиться, она набирает мой номер. Ты держишь дверь до последнего, понял? Нет. Мне на работу надо. Это заявление написал? Да это ваш Щапов, он… Что Щапов? Что Щапов? Что случилось? Пока ничего. Ну вот и славно. На связи. Игорь. Саша. Поступил сигнал, какая-то женщина топится в пруду. Мы подъехали. Стоит 2 джипа, и конкретные парни держат женщину. Говорят, типа вытащили. И она так, спасибо, упала, сама виновата. Ну я типа, что такое? Она, нет, все нормалек, только промокла, довезите. Ну я глянул, вроде рыльце знакомое. Это моя жена. Опа. И чё?
Ничего. Сказала же, что упала. Сама виновата. Номера тех джипов срисовал. Вот это закрут. Что с номерами? Товарищ капитан, оно вам надо? Диктуй. Падай. Твои люди вчера напали на мою жену. Зеленов, я же депутат, ты чё? Я помню. Депутат в законе, который тронул мою жену. А ты женат? Митя, ты меня не зли. А то чё? Застрелишь, как Летягина? Откуда ты знаешь? Я ж в правом комитете. А пистолетик-то был не табельный, да? Какой пистолетик? Твой, но не табельный. Знаешь, что не ты стрелял. Но кто ж тебе поверит? Да разберусь с твоей женой. Если тебя не посадят, приходи поболтать. Нравишься ты мне чем-то. Да. Говори, я запомню. Котельническая, понял. Квартира? 30. В Журкала едешь? Привет передай. Знатная ушица. Вот Ромка, зараза. Полная кастрюля макарон была, вообще ничего не осталось. Здорово, Зеленов. Не знаю, что теперь жрать будем. Ромка, это вы? Ромка – это мой племянник. А это Леня Иванов. Спец послушать чужие разговоры. Так значит, пистолетик был не табельный, но твой, да, Зеленов? Тихо, 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 тихо. Я сам, все-таки аппаратура тонкая. Когда же вы успели? Задний карман, чужой карман. Не слышу ответа, Зеленов. Да не было у меня пистолета. Значит, это вы мою машину слушали? Машина твоя чистая. Я проверил. Как же все-таки бандиты узнали про приезд Летягина? А, Зеленов? Сейчас, кстати, Антонова подвезут. Поговорим в приватной обстановке. Надеюсь, будет более разговорчивой. Ну чего вы испугались, Антонов? Здесь безопасно. Ну давайте еще раз. Я майор департамента собственной безопасности Евгений Михайлович Жужукало. Ну, капитана-то Зеленова вы знаете? Или ему тоже не доверяете? Антонов, вы обвиняетесь в организации покушения на собственного водителя. Даете признательные показания. Что, вы собираетесь скрыться за хлипкими стенами СИЗО? От кого? Вас не сегодня-завтра выпустят? Так, может быть, поделитесь своим счастьем прямо здесь, прямо с нами? Подожди на лестнице. В общем, стрелять должны были и в моего водителя, в меня, но обознались. А я Володе, ну, водителю своему, и лечение платил, и в санаторий отправил. Не понимаю, кому это все нужно было. Ну, потом через месяц появился этот подполковник Щапов, говорит, главный подозреваемый Летягин, мы с ним компаньоны. Ему выгодно тебя грохнуть. Я говорю, вы с ума сошли? Он говорит, не сошел, но собираюсь, потому что есть более интересная версия. Это ты заказал.
водителя убивают, Летягин садится, ты остаешься единоличным собственником. Ну, я посмеялся, он говорит, зря смеетесь. Факты соберем, свидетелей организуем. В общем, давайте-ка вы с Летягиным скидывайтесь. И много запросил? Немного, 20% от фирмы на подставное лицо. Но это же обычная песня. Сначала отдай долю малую, а потом пошел вон. Ну, в общем, я его послал. С Летягиным договорился, что он сбегает, а я закроюсь в СИЗО. А если бы дело дошло до суда? Вот этого я испугался. Дал Зеленову телефон Летягина, о, как все вышло. Да, красивая версия. Да, еще. 3 года назад на нас наехал Степан Колесников. Зеленов знает. Мы отдали ему долю. Сейчас он в тюрьме, но он успел переоформить документ на своего представителя. В общем, следующий после смерти Летягина представитель нашего 3-го соучредителя. Надо срочно ехать к Саше. Звони Юре. Саш, ты как? Все нормально. Я шел по лестнице, слышал крики. Дверь была в квартиру открыта. Я забежал. А там макакер какой-то женщину веревкой душит. Ну, дальше понятно. Получил по балде, сознание помутилось, кинулся за женщиной. Все правильно. Видишь, начальник какой-то умный. Я тебе больше скажу. Я очень умный. С кем ты Летягина завалил? Ой, начальник, не начинай. Вот эту вот наколочку на твоей клешне, шрам под глазом, несмотря на то, что ты был в маске, капитан Зеленов очень хорошо запомнил. И чего? Он обознался. Я-то, может, и обознался. А камера, она все фотографирует. Какая камера? Ваш стартап стоял на заправке, над входом камера. Не гони. Мы из машины даже не выглядывали. Ты где находишься? В сердце нашей Родины. Тот самый-пересамый передний край науки. Про нанотехнологии слышал? Ну? Так вот это здесь, вчерашний день. На заправке уже полгода висит камера суперинфракрасного диапазона с двойной дискретной поляризацией. Она сквозь крышу, как сквозь стекло. И наколочку твою, и шрам, и автоматику зрела. Проснись, дружок. Тебе пожизненное светит.
Дошло? Готов к общению? Ты же говоришь, он госзащитой занимается. Да. Проверка защищенности объектов и зданий, УВД в частности, это тоже часть его работы. А вообще, по слухам, Андрей Яковлевич Поля около 10 лет прослужил в отряде «Вымпел». Слышал про такое? Слышал. Там ребята в натовские объекты как к себе домой заходили, а тут простое УВД. Ну, что там у вас? Андрей Яковлевич, вот схема здания УВД. Вот фотографии. Вот здесь кабинет Щапова. Вопрос. Как туда незаметно установить аппаратуру? Зачем? По оперативной информации, капитан Торч крышует коммерческие точки. Долей делится с подполковником Щаповым. И делает он это прямо в кабинете Щапова. Там что, вывеска на двери? Да об этом все отделение знает. И все дадут показания? Конечно, нет. Тогда при чем здесь я? У нас за это Леня Иванов отвечает. Леня Иванов сточил остатки зубов на этом деле и беспомощно развел руками. Так что вся надежда только на вас. Прежде всего, на всего вопрос. Зеленов, пистолет, из которого был убит Летягин, ваш? Мой табельный пистолет лежал в сейфе. Мне вопрос повторить? Ну хорошо, мой это пистолет из Чечни привез. По выходным не имею права носить оружие, но дело могло быть опасным. Они приказали сбросить оружие. У них 2 автомата. Я сбросил. Дальше понятно. Ну, это хорошо, что вы сказали. Я не люблю работать с людьми, которым не доверяю. И что? Вам ничего. Я все объясню Лене Иванову. Свободно. Мужики, давайте-ка повеселее. А то темнает уже. Здрасте. Вы мне дверку не откроете? А вы куда? А я изнутри проверите. Вам же халтура не надо. Нет, халтура нам не надо. Будьте так. Благодарю вас. Здорово. Ну-ка, очки сними. Ну что ты, красавец? Мужик. Поехали домой, Юр. Здесь безопаснее. Санечка, я уже попросил, чтобы тебя взяли под программу государственной защиты. Зачем? Так лучше будет. Хочешь, чтобы я уехала? А если я уеду и не вернусь? Ладно. Мне все равно еще не дали согласия. Так что посмотрим. Знаешь, Юр, я почему-то думаю, что недостойна тебя. Ну что ты говоришь? Не знаю. Но в последнее время постоянно об этом думаю. Сашечка, а ты у меня молодец. Молодец. Ты хороший, Юрка. Так ты у нас особенный? Скажи, ты особенный? Я вам уже объяснял. У меня белая бухгалтерия. Да хоть зеленая! Ты что, снова бандитов на свою задницу хочешь? Ты что, забыл, как тебе Степа Колесников ноги ломал? И где он теперь, и кто его посадил, а? Мы его посадили. Короче, платить будешь? Или мы тебе новых бандитов организуем?
Меня АБЭП прижал. Кассу опечатали. А я сделаю один звонок, и ты вообще на Колыму поедешь. Ты меня понял? Симонов, на местах работать! Руки теперь, пожалуйста! Руки! Смотрим вниз все! Выводи. Руки за спину. Смотрим вниз. Ну что, Антонов, наслаждайся. Извини, если что не так. Спасибо и до свидания. Слушай, а может подвезти? Не, я пешком. Да. Может, отметим это дело? В ресторане. С удовольствием. Я вечером позвоню минут через 30. Через полчаса скажу, в каком.